Девочки, я хочу вам сейчас рассказать, как зацепиться в Москве. Первое, что вам нужно, вы должны первые полгода сидеть и точно выискивать своих жертв. Вы должны сидеть на Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте, всех социальных сетях, вплоть до Мамбы. Вам надо обязательно познакомиться от 10 до 15 мужчин, так как у вас может с кем-то не сложиться, и у вас всегда должны быть запасные варианты. Мы не заостряем внимание на мужчинах, которые накачанные, красивые, такие мальчики. Мы ищем мужчин с комплексами неполноценностями. Прыщавые ботаны – самый лучший вариант. Мы убираем те варианты, которые живут с родителями, те, которые там женаты, они нам нахуй не нужны. Потому что, когда ты приедешь в Москву, тебе надо жить. Ищи одиноких. Желательно, чтобы ты обязательно его развела на билет на самолет или на поезд, без разницы, туда и обратно. Ой, я хочу приехать, тырым-пырым. Можешь даже легенду выдумать. Типа, вот, я хочу в университет поступить, я умная, я школу там заканчиваю с красным дипломом, или там я хорошистка, вот я все такая, ты. Когда ты уже на вокзале, прежде чем твой поезд остановится, и ты выйдешь из вагона, ни в коем случае, блядь, не с этим хвостом на голове, с вот таким вот, блядь, недовольным ебалом. Ты должна выйти в черном платье, минимум макияжа, ресниц, быть натуральной и свежей. Ни в коем случае, ой, я устала, блядь, я всю дорогу, блядь, там телепалась. Ты ждала этой встречи, ты бежишь к нему на свидание, у тебя в душе прям соловьи поют. Из этих 10 уебков или из 5, с которыми ты пойдешь на свидание, тебе прежде всего не должно от него тошнить, потому что ты больше дня с ним, блядь, не выдержишь. Тебе надо с ними встретиться, но легенда у тебя должна быть такова. Ты же не можешь сказать мужчине, ой, я приехала, я буду жить у тебя. Он сразу испугается и сбежит. Этого делать ни в коем случае нельзя. Ты должна сказать, что вот, я там поступаю в университет, я приехала к подружке, но тут вот такая случилась история, у нее умерла бабушка или дедушка. На 3-4 дня, пока траур пройдет, ты должна за эти 3-4 дня, неделю влюбить его в себя. Ты должна быть хорошей, чуть ли в зубах тапочки не носить, и это обязательно. Мужчины что любят? Чтобы их покормили, сделали массаж и пососали хорошо. Больше им ничего не надо. Это обязательно, потому что у тебя другого выбора нет. Ты должна здесь зацепиться. Просто зацепившись с ним, ты сможешь еще параллельно ходить с другими мужиками на свидание. У тебя всегда должны быть запасные варианты на тот случай, если этот сольется. Ты должна быть паинька. Вот. И желательно, если у тебя крышу, как у нас, у многих женщин, после, бокала вина может снести, что я тут приехала, сейчас я тут вам покажу, где раки зимой. Ты не пьешь с ним вообще. Там проходит 2-3 дня, ты должна смотреть за его реакцией. Если он начинает уже на жопе там, ерзать, надо уже бить тревогу. Ты делаешь, что говоришь, ой, милый, все, я перееду, да. У тебя должна быть виртуальная подружка, которой ты звонишь и говоришь, да, я приеду, но как ты? Разыграть сцену, как актриса. Идешь и проебываешь обязательно сумку. Выкидываешь ее, еще можешь себе по голове чем-то дать, чтобы был, трагик, чтобы ты, попала в больницу. И эта сумка должна быть обязательно со всеми твоими документами. Ты проебала эту сумку, звонишь, ой, милый, я в больнице, я попала, на меня напали таджики, киргизы, похуй. Придумает. Тут он как герой тебе носит апельсин. Мужчине это очень сильно самооценку поднимает. И в эти дни ты опять же пытаешься завоевать его расположение. Ты его раскатываешь на отношения, на любовь, на детей. И тут говоришь, милый, вот, давай я пойду работать, нам так сложно, ты. И ты должна пойти обязательно устроиться в хостес, хороший ресторан. Новенького, Ginza Project, то, что вообще рядом с Газпромом или в центре Москвы, это обязательно. Пойдя туда, у тебя появится колоссальная возможность зацепить мужиков разного уровня. Ты должна еще на работе обязательно влиться в доверие и у всех мужиков собирать визитки. Ты должна узнать, кто где работает, что делать. Плюс ты можешь еще зарабатывать деньги из того, что будут приходить гламурные телки, подснять себе какого-то богатенького дядю. Они хотят обязательно, чтобы ты посадила их рядом за столом, и они могли познакомиться. Но при этом ты берешь бабки с этого. Плюс у тебя какой-то лишний кэш на маникюр, на волосы, на все остальное.
Это не наша еще главная цель. Главная цель – мужик, который тебе даст все. Хотя бы заплатит за квартиру за полгода, будет тебе содержать, обувать, покупать вещи. Ты пока работаешь в ресторане, тебе не обязательно никому давать. Ты, запомни, никому не даешь. Пока он для тебя ничего не сделал. Пока он тебе не купит вещи хорошие, например, там, ну и Виттон, Bottega Veneta, Лабутаны. В общем-то, все известные марки, которые ты знаешь. Мужчины, которые просто говорят: о, детка, ты такая охуенная, я тебя хочу. Вообще сразу гони, это не твой формат. Ищи мужчину с комплексами. Тот, который не уверен в себе. А вот эти вот мачо, они кроме как поебаться, ничего особенного нет. Тебе самое главное, чтобы кто-то тебе проплатил хату, чтобы ты ушла от этого придурка. От своего олигофрена. Но ты должна очень тщательно маскировать. У тебя должен быть обязательно левый телефон в кармане, который ты будешь общаться только с любовниками. Никому не даешь свой такой телефон, с которым ты по работе еще где-то общаешься, чтобы тебе не было стыдно. Да, ты пришли с ним в ресторан, хуякс, ты его положила на стол. Второй телефон всегда на вибро и в сумочке. Твоя цель, самая главная, это чтобы он тебе сделал карьеру. Подарил какой-то маленький бизнес, купил хотя бы машину, какие-то колечки из бриллиантов. Но твоя задача – это квартира в Москве. Самое главное. Ты должна понять, какой это вариант. Если он богатый, да, мы дальше встречаемся с ним и дальше не обрабатываем его. Если это как переходящий этап в твоей жизни, ты не должна на него зацикливаться и ни в коем случае не влюбляться. Ты должна понимать, что ты четко хочешь, чтобы у тебя не закружилась от всего этого голова. Здесь ты можешь поймать все, о чем ты мечтала у себя на периферии. Девочки, я рассказала, как вам здесь зацепиться. В следующих выпусках я расскажу об олигархах, деньгах, альфонсах и много другого интересного. Я вас целую и жду следующей встречи.